Всем аквариумистам и не только привет! Благодарен всем, кто заходит на мой канал и кого заинтересовали мое видео. Сильно удивлен и, конечно, мотивирован огромному скачку числа просмотров моих видео и количеству подписавшихся на канал. Раз интересно мои видео, мои приемы и способы содержания аквариумов, продолжаю делиться опытом, основанным не только и не столько на голой теории, а главное именно на моей практике. Стараюсь как можно нагляднее и доступнее рассказывать и показывать, дабы вы не просто стали подражать, а именно понимать, что делаете и с какой целью. Если кому-то что-то не нравится или раздражает, как, например, пение птиц и петухов на заднем фоне, пишите в комментах. Обязательно прислушаюсь к мнению большинства. Птички поют для фона, чтоб не скучно было мое заунывное бормотание слушать, и чтоб не нарваться на нарушение авторских прав, используя чужую музыку. Ну а теперь к делу и к аквариумному телу. Сегодня продолжу тему фитотерапии в аквариуме, а именно, по просьбам трудящихся и по важности предмету рассмотрения, сегодня затрону тему использования в аквариумистике торфа. Сразу прошу прощения у держателей классических цихлидников и цихлид, а также им подобным. Это не про них и не для них. Торф и щелочная среда, а следовательно цихлидники, несовместимы. Торф – это именно то биологическое фитосредство, которое чаще и больше всего использовал и использую в своих аквариумах. Особенно в аквариуме на 260 литров. Очень часто и очень много я использовал торф в первый год существования аквариумов, пытаясь таким способом добиться понижения pH и KH воды. Скажу сразу, что при KH холодной воды более 14 градусов в кране это оказалось нереально, и я нашел другой способ. Но давайте по порядку. Чтоб не скучно было смотреть и веселее слушать, сразу в начале ролика я сделаю замеры параметров воды и залью в аквариум торф. Покажу реакцию воды и рыб на сей раствор. Потом покажу, как на следующий день я второй раз залил уже по-другому приготовленный торфяной настой в 2 раза концентрированней. А затем покажу, как я готовил его. Ролик будет не коротким, и это факт. Краткость здесь только во вред, наглядность и доходчивость во благо. Ну а кому все известно, он и так смотреть такое не будет. Кто любит перематывать и выдергивать слова из контекста, пусть потом меня не винят за последствия недопонятого или неправильно понятого и примененного ими. Теперь, как всегда, перейдем к теории и обоснованию использования торфа в аквариумистике. Торф бесспорно является важным природным явлением, широко применяемым в различных сферах деятельности человека. Но именно за его химико-биологическую активность он получил широчайшее применение в агрономии и биотехнологиях. А все кроется в его происхождении и образовании. Торф – это полезное ископаемое, имеющее органическое происхождение. В состав торфа входят остатки болотной флоры, подвергшиеся процессам разложения в специфической биологической среде. В большинстве случаев это кора деревьев и кустарников, корневища деревьев и кустарников, фрагменты травы, а также различных видов мха. Торф выглядит как рыхлая масса, схожая по структуре с землей. Он может быть коричневого, серого или черного цвета. То есть, запоминаем. Торф – это органический природный материал, который образуется в результате неполного биохимического распада растительной массы на сильно увлажненных территориях, естественно на болотах, при недостаточном количестве кислорода. В составе очень многих болотных растений находятся антисептические вещества, наличие которых сказывается как в период их жизни, то есть защита растения от болезнетворных микробов, так и в последующем периоде после отмирания и ведет к консервации опавших остатков. Консервирующее действие болотной воды было известно еще в средние века. В истории имеется огромное количество примеров описания того, что мореплаватели брали с собой эту незагнивающую воду при дальних походах и добавляли ее в обычную воду для избегания ее затухания. Разобравшись, что такое торф и как он образуется, переходим к главному. А что в нем такого, что его активно применяют в садоводстве, огородничестве и аквариумистике? Главное, за что торф получил такое активное применение, это то, что он очень богат полезной органикой и гуминовыми кислотами, различными активными смолами, воском, солями, дубильными веществами и другими активными биологическими компонентами. А теперь расскажу, как все это работает и взаимодействует в аквариуме с водой, растениями и рыбами. Внесенный в любой форме в аквариум торф понижает и стабилизирует значение pH и KH воды за счет своей пониженной кислотности. Активно способствует росту растений, образованию корневой системы. Его бактерицидные свойства препятствуют активному размножению грибов и вредных болезнетворных бактерий. При этом совершенно не влияет на бактерии и нитрофикаторы.
Из-за повышенной кислотности торф помогает создавать повышенную концентрацию доступного для растений железа в грунте. Выделяемые торфом гуминовые кислоты препятствуют окислению железа и выпадению его в осадок, является природным хелатором. Кто не знает, коротко обозначу, что такое хелат железа. Хелат железа – микроудобрение, содержащее железо в хелатной форме, то есть комплексное органическое соединение на основе какой-либо кислоты. Именно в такой форме железо максимально усваивается и потребляется растениями в аквариуме. Гуминовые кислоты заметно понижают редокс-потенциал воды в аквариуме. Низкий редокс-потенциал значительно увеличивает растворимость минералов, которые легко могут изменить свое состояние, таких как ионы железа и магния. Это намного повышает концентрацию растворенного железа и других микро- и макроэлементов, увеличивая их доступность для растений в аквариуме. Кроме того, торф способствует повышению концентрации аммония, образующейся в грунте из нитратов, а это усиливает доступность азота и фосфора для растений. Теперь стоит уточнить и обратить внимание на то, что торф делится на две большие группы по своему происхождению, в результате чего имеется существенное различие в его кислотности, а следовательно влияет на то, можно ли применять его в определенных аквариумах. Всего существует основные две формы торфа – это верховой и низинный. Верховой торф состоит из растительных остатков, располагающихся на поверхности болота. Этот тип торфа зачастую называют сфагновым, так как основная его составляющая – это сфагновый мох. Характеризуется кислотной реакцией от 2,6 до 3,2 pH. Ему присуща низкая степень разложения. Да, он и с меньшим содержанием минеральных элементов по сравнению с низинным. Зато он признан долговечным и достаточно эффективным фильтром. Верховой торф, пожалуй, лучшая основа для применения в подложке грунта или использования в фильтре или в гранулах. Низинный торф отличается от верхового тем, что питание ему обеспечивает грунтовые воды. Это наиболее популярный вид торфа. Характеризуется слабокислой или нейтральной реакцией среды pH от 5,5 до 7. В низинном торфе содержится не менее 70% органики, а также весь базовый набор питательных элементов. Часто производители и поставщики смешивают оба вида торфа, усредняя качественные характеристики. Но зная это, особенно теми, для кого актуальность кислотности имеет первостепенное значение, можно получить максимальный качественный эффект при выборе и покупке торфа. Ну вот, с теорией все. Я думаю, всем стало понятно, а многим и было известно до того, что торф – это очень полезная штука в аквариуме травники, особенно с рыбами типа семейства хорациновые, которых большинство у всех у нас в аквариумах и которые любят стоячую мягкую подкисленную воду, богатую органическими гуминовыми кислотами. Ну и сразу ответ на вопрос о кокосовом торфе. Вопрос на вопрос. А что у него есть общее с описанным и сказанным выше? Вот и ответ. Ничего. Да, пробовал, не вреден, в чем-то полезен, меньше мутности, ярче цвет. Но мы же не о красоте раствора беспокоимся, а об его эффективности. Если не хотите использовать обычный, то кокосовый тоже вариант, но явно несравнимый. Теперь расскажу о практической стороне применения, то есть в каком виде торф можно вносить в аквариум. Первое. В сухом виде, то есть в виде гранул, любой формы и размера, сделанных с помощью добавления голубой глины в пропорциях примерно 50 на 50, ну или иной, в зависимости от вашей цели. Размоченный торф и размоченная глина смешиваются, катаются гранулы, высушиваются и вносятся в сухом виде, чтобы не растворились и не развалились, пока вносятся. Обычно вносятся в грунт под корни растения. Тема большая, здесь не об этом. Второе. В виде питательной подложки под основной грунт. Насыпается тонким слоем и засыпается грунтом. Сразу говорю, эти два способа не рекомендую. Они носят относительно короткий эффект. Торф рано или поздно теряет свой эффект и начинает разлагаться. Тем самым повышается уровень ненужной органики в аквариуме. А если вы еще потревожите грунт сифонкой или выдергиванием корневых растений, вы об этом 100 раз пожалеете. А все рано или поздно сифонят и пересаживают растения. Третье. Использование в фильтре вместо керамических колец и другого наполнителя. Главное не спрессовать вносимый туда торф. Он сильно набухает и имеет плохую водопропускаемость. Также не уверен в эффективности данного способа, а у трудоемкость большая. Да и не вовремя замененный торф нарушает фильтрацию и создаст больше проблем, чем пользы. Четвертое. Внесение в аквариум в любом сетчатом материале на дно.
Конечно, не надо сильно утрамбовывать, нужно обязательно груз поместить, чтобы не всплыло. И если нет течения, эффект ничтожен. Опять же, не забываем менять, а то начнется обратный эффект. Пятое. Как грунт для нерестовиков в вываренном виде. Но это для профессионалов-разводчиков, мы от этого далеки. Шестое. Ну и самый эффективный способ – это путем внесения в виде настоя или заварки. Вот на этом способе я остановлюсь подробно. Все другие способы тоже использовал, свое мнение не сказал. Первое, что надо вспомнить и понять перед рассмотрением данного способа. Внесение – это то, что торф – это биомасса, содержащая полезные бактерии и микроорганизмы. При этом, напоминаю, торф обладает антибактериальным и фунгицидным действием против болезнетворных бактерий и микроорганизмов, а следовательно, по определению в хорошем качественном торфе плохих бактерий быть не может. Поэтому, исходя из сказанного, теряется необходимость перед использованием торф вываривать или термически обрабатывать. Тем самым мы только ухудшаем качественные характеристики торфа. Но хозяин-барин, нравится вам все варить, вам так спокойнее и делайте так. Главное – это ваш выбор и ваше спокойствие. Также вспоминаем, что в торфе содержатся различные смолы и труднорастворимые вещества. А вот исходя из этого, появляется смысл заваривать торф, иначе придется очень долго его замачивать. Кроме того, вспоминаем физику. Чем плотнее вещество, тем хуже оно теряет свои химико-физические свойства в воде. И наоборот, чем сыпучий материал, тем быстрее. Исходя из этого, если у вас торф плотный, глинисто-пластилиновой консистенции, естественно, остается только один вариант – заваривать. Опять же понимаем, что если торф варим, отвар в кратчайшее время насыщается веществами, содержащимися в торфе. Если замачиваем, то процесс растворения веществ, содержащихся в торфе, существенно замедляется. Приходим к логическому выводу. Заварили, дали отстояться, остыть, можно использовать, но лучше дать настояться примерно сутки. Просто залили водой. Надо как минимум 2 суток, чтобы настой максимально стал обладать качествами торфа. При любом из способов приготовления настой или отвар необходимо несколько раз перед применением профильтровать от механических примесей. Но до прозрачности вряд ли придется его довести, да и смысла в этом не вижу. Если в аквариуме нормальная фильтрация, мелкие частицы торфа послужат хорошим удобрением в грунте. Тут, как говорится, кому как, на вкус и взгляд. В видео вы уже увидели, что происходит с водой и как быстро она становится прозрачной, даже после внесения такой консистенции настоя и отвара. То есть примерно через 2-3 часа вода почти становится прозрачной, максимум 4-5, у кого какой биобаланс и фильтрация. Отдельно говорю использование торфа в виде сухих спрессованных таблеток. Как правило, это уже термически обработанный торф. Его качественные показатели лично у меня вызывают большое сомнение. Но как вариант, для маленьких аквариумов и в некоторых способах вполне жизнеспособный метод. Многие зададутся вопросом, так сколько же брать торфа для разового применения? Однозначного и категорического ответа по определению быть не может. Кто категорически скажет или заявит, что вот столько-то на столько-то, умом явно блистать не может. Никто не может предугадать, какой торф по качеству, кислотности, плотности окажется у вас. Никто не может угадать и знать, какая кислотность и жесткость вашей воды, в какой период суток вы будете вливать, каким способом приготовите и с какими качественными характеристиками, каков биобаланс в вашем аквариуме. А вот именно от всего вышесказанного и зависит, сколько брать торфа и на какой объем аквариума. Я всегда во всех роликах призываю к разумности и неспешности. Так и сейчас вас к этому призываю. Не спешите, начните с малого. У вас и вашего аквариума вся жизнь впереди. Не спешите укоротить жизнь аквариума. Начните с минимально возможной дозы и смотрите на реакцию, а потом регулируйте объем используемого торфа. Особенно это актуально тем, у кого нет тестов на кислотность и жесткость воды, кто использует осмос или слаборазбавленный осмос, у кого не устоявшийся баланс в аквариуме. Не рекомендую использовать торф или надо быть очень аккуратным тем, у кого показатели жесткости воды KH 3 и меньше, при кислотности 6,5 и меньше. В такой воде слабый карбонатный буфер, то есть свойство воды нормализовывать значение кислотности и удерживать его на стабильном уровне. Такая вода очень нестабильна для внесения активных веществ, влияющих на эти параметры. А теперь я не голословно, а наглядно показав, расскажу, сколько и как я вношу и внес у вас на глазах в этом ролике. Этот торф использовал первый раз, реакции на него аквариума не знал. До этого использовал другие виды торфа. Настой и отвар
всегда были коричневого или темно-коричневого цвета и более прозрачные. В этот раз черного цвета и очень-очень мутный. Первый раз я взял 500 мл низинного торфа и замочил его на 2 суток в воде. Периодически помешивал и продавливал ложкой, особенно имевшиеся комки. Затем отфильтровал и влил разово в аквариум во второй половине дня. Вы видели. В этот же день я приготовил второй раствор для внесения. Только в этот раз я взял литр низинного торфа и кипятил его примерно 20 минут, помешивая. Затем оставил отстаиваться и настаиваться на сутки. С учетом загустения вскипяченного раствора добавил туда воды. Потом несколько раз профильтровал и внес также разово в обед, на следующий день после первого внесения. Да, именно в обед, так как утром перед включением света в любом аквариуме минимальное значение кислотности. И в этот момент вливать что-то, что может повлечь еще больше понижения pH, явно неразумно. Сразу озвучиваю показатели воды за 2 дня подряд внесения настоя и отвара торфа. Показатели снимал до внесения и через 3 часа после внесения. Жесткость 3, кислотность 7,5, нитраты 15, фосфаты 1. И такие показатели были как до внесения, так и через 3 часа после внесения. По поведению рыб было понятно и наглядно видно, что они почти никак не отреагировали на внесение торфа и на помутнение воды. Замеры показали также то, что скачка нитратов и фосфатов не произошло, хотя нитраты и фосфаты имеются в любом торфе. Кто не в курсе, обращаю особое внимание на то, что самое опасное – это резкое изменение кислотности, pH воды. Для понимания, вода с показателем pH 6,5 в 10 раз кислее воды с показателем pH 6,6. Естественно, что в течение суток кислотность колеблется, но изменение происходит медленно, и рыба успевает приспособиться. А вот если произойдет резкое изменение кислотности, предположим на 0,5 градуса за час или того менее, то это неименуемо повлечет в лучшем случае дикий стресс у рыб, а скорее всего и гибель. За такой короткий показатель времени кислотность изменится в 50 раз. Ну а теперь расскажу о том, как я обычно использовал и использую сейчас торф. Я беру торф примерно из расчета 1 литр на 200 литров воды в аквариуме при моих показателях и моем биобалансе в аквариуме. Меньшую часть торфа заманчиваю обычной водой на 2 суток. Не горячей, но из горячего крана, так как у меня там pH меньше, в несколько раз, чем в холодном кране. Настаиваемый раствор периодически размешиваю и продавливаю осадок ложкой. Остальную часть торфа я помещаю в эмалированную, очень важно, именно в эмалированную кастрюлю, а не алюминиевую или железную, и кипячу примерно 15-20 минут. После чего даю настояться примерно сутки, также периодически помешивая. Затем оба состава фильтрую, перемешиваю между собой и вливаю в аквариум с доливом воды. Воду я в своих аквариумах не подмениваю, а так бы вносил с подмены. Хотя внес очень темный настой отвар торфа, зрительно через несколько часов и на второй день после внесения второго отвара общего изменения цвета воды не заметил. Я очень люблю коричневый оттенок воды в аквариумах, но добиться его стабильного нахождения в аквариуме даже у меня без подмен не получается. И не получалось ранее. Вода быстро обесцвечивается, приобретая незначительный желтоватый оттенок. Советую, исходя из логики и смысла, приготовленный настой или отвар заранее, за час или 2, можно больше, внести в подготовленную для подмены или долива воду. Тем самым вы состарите вносимую воду. Менее безболезненно произойдет воспринимание аквариума новой воды. А главное, в новой воде за счет более высокого карбонатного буфера, если, конечно, не осмос, пройдет стабилизация pH и KH воды. Скорее всего, конечно, зависит от изначальных показателей, произойдет понижение pH и KH воды. Если вносите напрямую в аквариум, рекомендую вносимую дозу разбить на несколько частей и вливать поэтапно. Заваренный раствор прекрасно хранится в холодильнике 2 недели, но нужно ли это, не знаю. А вот настой не рекомендую долго держать даже в холодильнике, он может задохнуться и вы ощутите у себя болото, а оно вам надо? Делая подобные видео, я надеюсь на то, что каждый человек, который содержит аквариум, бесспорно стремится к его благополучию, к созданию максимально благоприятных условий для проживания рыб и других гибрионтов, а также к хорошему росту и красивому виду растений. Уверен, что чем дальше условия содержания любого аквариума от природных и естественных, тем хуже результат. Хорошо, когда ближнему хорошо, когда в аквариуме хорошо. Ну вот, и поделился с вами своим опытом и маленькими знаниями. Не поленитесь, поищите еще информацию на эту тему. От этого вам только спокойнее будет, соответственно и вашему аквариуму. Если у вас есть свой опыт применения торфа или замечания
по мною сказанному. Не бойтесь, пишите, говорите, разумная критика только приветствуется. Одно мнение хорошо, а много еще лучше. Помните про разумный и неспешный подход во всем. И да пребудет с вами счастье. Всем спасибо за просмотр и удачи!